Всем привет и добро пожаловать! Я Наташа. А я Катя, и это подкаст для тех, кто изучает русский язык. Ладно. Итак, скоро 1 апреля, день смеха, день дурака. Такой очень легкий праздник, и к этому празднику мы решили сделать тоже очень легкий выпуск этого подкаста. Сегодня мы хотим просто хорошо провести время, посмеяться и узнать друг друга лучше. Итак, в этом выпуске мы будем отвечать на вопросы друг друга и делать сложный выбор. Да, вот хотели посмеяться, опять делаем сложный выбор. Уверена, там и философия опять будет. Конечно, конечно. Ну, проверим. Да, хорошо. Итак, мы подготовили вопросы. Катя, давай ты начнешь. Ну, мой первый сложный вопрос — это: что бы ты выбрала? Упасть на танцполе, на дискотеке, на глазах у всех, или чтобы на глазах у всех у тебя порвалось платье? Но упасть без травмы просто нелепо. Да, чтобы все посмеялись. Ну, тогда, наверное, я выбираю упасть на танцполе у всех на глазах, потому что платье может порваться очень сильно, и на самом деле это будет более неловко, я думаю. А ты? Да, я тоже бы выбрала это, потому что, упасть — это дело секунды, максимум минута. А в платье еще, может быть, домой нужно ехать на общественном транспорте. Вот не хотелось бы. Хорошо, отлично. Так, мой вопрос. Ага. Что бы ты выбрала? Есть брокколи в шоколаде каждый прием пищи, то есть завтрак, обед и ужин, или никогда больше в жизни не пробовать шоколад? Это очень простой выбор для меня. Без дилеммы я бы не ела шоколад. Я бы легко сказала прощай шоколаду. А ты? Ты не любишь шоколад? Я нормально отношусь к шоколаду. Мне кажется, я бы просто спокойно жила на медовике, на других десертах. Есть альтернативы. Да, брокколи с шоколадом на каждый прием пищи — это too much. Я люблю брокколи, и я люблю шоколад. Сомнительная комбинация, микс, да. но сказать нет шоколаду — это слишком. Я бы выбрала брокколи в шоколаде. Может быть, мне нужно сначала сделать это и попробовать, и потом ответить на этот вопрос. Я требую видеоотчет. Хорошо. Окей, такие лайтовые вопросы вначале. Да. Согласна? Согласна, Окей. да, ничего Давай страшного. дальше. Следующий вопрос. Что бы ты выбрала? Съесть сырые макароны, то есть не приготовленные, или выпить соленую колу? Ой, я не люблю колу, поэтому сырые макароны. Это не так плохо, я думаю. Да, альденте — это уже полусырые. Да. И мне кажется, все люди по-разному готовят макароны. И для кого-то это макароны переваренные, то есть их варили слишком долго, для кого-то они нормальные. И, может быть, сырые макароны не так плохо. Но если добавить сыр, то вообще И нормально. кетчуп. Русская классика. Макарошки с кетчупом. Но мне кажется, это мужская классика — в любое блюдо добавить кетчуп. Да. Хорошо, а ты? Ты что Да, бы выбрала? поддерживаю. Поддерживаю, тоже выбрала бы макароны. Думаю, это не так страшно. Так, твой вопрос. Ты бы предпочла быть ниндзя или быть пиратом? Я бы выбрала быть пиратом.
Я ориентируюсь на фильм «Пираты Карибского моря», и там это выглядело довольно весело. А вот быть ниндзя, то есть шпионом, это все-таки работа. Вот мне не нужна дополнительная работа. Ты бы кем была? Конечно же, пиратом. Да. Во-первых, эстетика «Пиратов Карибского моря» мне тоже очень нравится. И мне нравится море, мне нравится идея попугая на плече, мне нравится ром тоже. Да. Но есть одна проблема, потому что у меня морская болезнь, но, может быть, таким образом я смогу излечиться от этой болезни, если я стану пиратом. Кто знает. Но судя по твоей эстетике, ты уже наполовину пират. Любишь попугаев, Да. море. И перед тем, как мы продолжим, я хочу напомнить, что у нас есть разговорный клуб. Разговорный клуб — это отличная возможность побороть языковой барьер, практиковать свой русский регулярно, хорошо провести время и найти новых друзей. Все детали в описании. Теперь, думаю, будет небольшая дилемма для тебя. Что бы ты выбрала? Отказаться от душа на месяц или отказаться от интернета на месяц? Но я не смогу отказаться от душа на месяц, потому что я знаю, есть люди, которые говорят, что нельзя часто ходить в душ, бла-бла-бла, но я так не могу, нет. И отказаться от интернета в моем и в твоем случае значит не работать месяц. Если честно, это звучит не так плохо. Я, конечно, люблю свою работу, но я думаю, что если бы получилось так, что я была месяц без интернета, я бы очень хорошо провела это время. Поэтому отказаться от интернета на месяц, да. Да, я с тобой согласна. Я бы тоже выбрала отказ от интернета. Во-первых, да, это был бы какой-то детокс. Это, может быть, позитивно повлияло бы на мое состояние, на мою жизнь. Ну, а во-вторых, месяц без душа, ну, это немного трудно. Будет такой дискомфорт и запах. Поэтому нет. Но даже если, например, это не жаркое время года, и если ты просто сидишь, не занимаешься спортом, не знаю, мне все равно некомфортно ложиться спать без душа. Я не могу представить, во что бы превратилась моя голова, потому что я мою голову каждый день. Я тоже. Раз в месяц это я даже не хочу представлять. Да, но я, конечно, не люблю это занятие, но как ты хорошо себя чувствуешь, когда у тебя чистые волосы. Да, как новый человек каждый раз. Да. Окей, да, я согласна. Это была дилемма. Да. Что ты выберешь? Случайно отправить свое неловкое фото всем контактам или прочитать вслух все свои переписки? Тут нет дилеммы. Я бы точно отправила неловкое фото. Ну да, это было бы некомфортно, да, это было бы странно, и некоторые люди подумали бы что-то плохое, но неважно. Но переписки с лучшей подругой... Да. Там очень разные случаи из жизни обсуждаются, поэтому это как отправить фото и еще конкретно рассказать, что случилось в той или иной ситуации всем людям, поэтому нет. А ты? Да, знаешь, эти мемы, рилсики в Инстаграме, что девушки не боятся, что их молодой человек найдет переписки с другими мужчинами, они боятся, что он прочитает переписки с подругами. Бойтесь этого. Да, я бы тоже отправила свое неловкое фото, потому что я уже не парюсь.
как я выгляжу, ну, ты знаешь, что да, иногда ты думаешь, это не лучшее видео, и это не лучший, там, не знаю, макияж, свет и так далее, но уже столько видео и фото сделано просто для того, чтобы был контент, поэтому неловкие фото уже в интернете, мне все Да. равно Или абсолютно. Это, можно да. или сделать скрин из какого-то видео Да, кринжового. да. Поэтому, может быть, у меня неловкое лицо, и все фото мои неловкие, поэтому вообще все равно. Это слишком маленькая причина, чтобы переживать и нервничать. Мгм. Новенький вопрос для тебя. Что бы ты выбрала? Провести неделю на свалке, на мусорной свалке с 10 друзьями, то есть в хорошей компании, или Мгм. провести неделю на вилле твоей мечты, но в абсолютном одиночестве? И это ты называешь вопросом? Давай свой очевидный ответ. Конечно, на вилле в одиночестве. Во-первых, 10 друзей это очень много. Во-вторых, свалка. Вилла моей мечты. Только я делаю, что хочу. Прекрасно. Мне больше ничего не надо. Если у меня еще и будет тот же самый интернет, или запас книг, или сохраненные видео с йогой, мне больше ничего не надо. М-м. Мгм. Ну, кстати, в этом случае я бы тоже так ответила, просто потому что, ну, свалка — это чересчур страшно, там можно подхватить инфекцию Можно. и целую неделю там жить, даже в хорошей компании. Я думаю, просто моя компания не согласилась бы это делать, поэтому нет. Хорошо. А если это с любимым мужем? На свалке. С милым рай в шалаше. Ага, да-да-да. Урок по токсичной интонации. Не для меня. Окей. Но я Да. понимаю, да, Ага. зачем. Но интересный вопрос. Не знаю, кстати, насколько этот вопрос будет актуальным для тебя, но сейчас ты ответишь, и мы узнаем. Итак, навсегда обрести, то есть получить иммунитет к похмелью или никогда больше не ходить к стоматологу. Но я думаю, нужно объяснить, что такое похмелье. Это состояние на следующий день после того, как вы пили очень много алкоголя, и, ну, чаще крепкого алкоголя. Часто на следующее утро у вас болит голова, у вас слабость, и вы в целом плохо чувствуете себя. Это называется похмелье. Итак, иммунитет от похмелья навсегда или больше никогда не ходить к стоматологу? Я точно 100% выбираю никогда не ходить к стоматологу, потому что зубы — моя проблемная часть, и я постоянно хожу их лечить, а тут такой подарок: можно никогда не лечить, и они будут, здоровыми. Да, и, в общем, всегда будут твои зубы здоровыми. Это очень ценно. А похмелье действительно для меня не актуально, потому что у меня его никогда и не было. Ведьма. Нет, хорошая девочка. Ты не пьешь крепкий алкоголь? Я пью алкоголь, но не настолько много, чтобы потом болела голова. И вот все эти сцены из фильмов, когда: "О, что было вчера?" У меня никогда такого не было. Нет, ну у меня тоже такого не было, но у меня просто болит голова даже после вина. Ну вот у Поэтому меня нет. я бы задумалась об этом, хотя больше не ходить к стоматологу действительно вау. Особенно для нас, людей, травмированных в детстве постсоветскими стоматологами. Мгм. Мгм. Да. Хорошо, давай дальше. Да. Следующий следующий вопрос. Что бы ты выбрала? Иметь вместо руки ногу, то есть на месте руки была бы нога, или иметь один единственный глаз посередине лба? Интересно, как бы назывались очки в таком случае? Циклопные.
Я бы выбрала глаз посередине лба, потому что, ну, мне нужны руки, я люблю что-то делать руками. И тоже один глаз посередине — это не так плохо. Ты все равно видишь и сэкономишь на косметике тоже. Да. Действительно. Такого аргумента я не ожидала. Ты согласна? Я бы тоже это выбрала, просто потому что и в случае с ногой вместо руки, и в случае с единственным глазом общество все равно будет тебя осуждать, потому что ты будешь не таким для него. Ой. Поэтому нужно выбирать что-то, что более удобно, комфортно и чем ты можешь пользоваться. Хорошо. И последняя группа вопросов. Давай. Вопрос для тебя. Что бы ты выбрала? Подготовься. Мгм. Лизать пол на станции метро в Нью-Йорке или лизать общественный туалет, унитаз? Обязательно что-то лизать. Обязательно. Пол в метро в Нью-Йорке Мгм, или общественный туалет где? мгм. В любом месте. Ну тогда пол в Нью-Йорке, тогда я как минимум побываю в Нью-Йорке. Такая логика, да? Ну, может быть, можно попытаться найти какое-то место, где, возможно, не так много грязи, бактерий и микробов. Может быть. Но в туалете невозможно найти такое место, потому что, ну, в унитазе как ты найдешь такое место? Никак. Да, это правда, но представь, что по месту, которое ты лижешь, бежала крыса. Ну, она могла и по унитазу бегать. Но Ну, представь, место, которое ты лижешь, там сидела жопа чья-то. можно лизать немного в другом месте, не совсем, где она сидела. Это трэшовый вопрос. Да, но если нужно выбрать, я выбираю метро в Нью-Йорке. Может быть, Да. мне и визу сделают Да. для этого. Логика хорошая, но если не руководствоваться путешествиями, я бы выбрала общественный туалет. Просто меня пугают видео из метро Нью-Йорка. Согласна, да, но да, окей, ладно. Это два ужасных выбора, но что-то надо Мгм. выбрать, мы выбрали. Окей. Да, да. Твоя очередь. Ой. Провести 48 часов в заперти, то есть в комнате, в которой вас закрыли, вдвоем с порноактером или с несерьезным мальчиком. Ш- Что имеется в виду под несерьезным мальчиком? Ну, представь себе вот этого типичного зумера, который говорит вот этими несвязанными предложениями, типа, ну, как бы там, и вот потом, и рассказывает тебе про свои темки. Звучит как пытка. Надо выбрать. Я бы выбрала быть взаперти с порно-актером. Объясню. А, Это такая индустрия табуированная, о которой мы Мгм. очень мало знаем. И, Мгм. может быть, поговорить с человеком из этой индустрии было бы действительно интересно. Мгм. Кто знает, может быть, это какой-то эрудированный, образованный мужчина, и ты Мгм. хорошо проведешь время за разговором. Мы же все знаем, что в порноактеры идут образованные, эрудированные мужчины. Это просто А всем вдруг? известный факт. Ну, ты бы что выбрала? Порноактера. Мгм. Какие-нибудь аргументы? Просто, знаешь, очень хорошо, что ты делаешь рилсы, а не кто-то другой, потому что я представляю, как бы это можно было нарезать. Мой аргумент, что тебе нужно провести время, тебе не нужно ничего другого делать,
да, и вполне возможно, что, ну, он просто будет сидеть и отдыхать, и мы скажем, давай помолчим и отдохнем, и подождем, когда 48 часов закончится, и все. Ну, это, мне кажется, не так страшно. Но Ну, ты он права, точно, мне нравится твой аргумент, что просто можно что-то узнать у него, например, то, чего мы не знаем. да, и наверняка он не будет работать за бесплатно. Конечно, Поэтому мы в безопасности. мы в безопасности 100%. Вопрос недели. Ответьте на любой из наших сложных вопросов. Спасибо, что прослушали или просмотрели этот выпуск до конца. Становитесь патронами нашего подкаста, получайте скрипт каждого эпизода, доступ к закрытой группе в Телеграме, а также место в разговорном клубе. Все детали в описании. Пока-пока. Пока-пока.